Всем здорово, с вами Ганзи, и это новая серия, сами знаете какого сюжета. Спасибо Ивану, просто Ирине, Ремизай или Ремизи, Амену Хьюцуно Ками, Алексею Сергееву за то, что поддержали канал и этот сюжет материально с помощью донейшена. Также спасибо всем тем крутым чувакам, которые пишут комментарии, ставят свои лайки, подписываются на канал, рекомендуют друзьям и так далее и тому подобное. И залетают, кстати, к нам в телеграм-канал, что немаловажно. Потому что насчет YouTube вообще ходят слухи, что реально скоро, прям уже скоро The End в России. Но не для тех, кто поставит VPN. Я надеюсь, что все успеют поставить VPN до того, как закроют YouTube в России. Но в принципе я сказал все, что хотел, поэтому давайте начинать. Цепи судьбы, 32 часть. Глава 32. Новые навыки. После ободряющих слов сенсея мы вышли на просторную поляну посреди массивных деревьев-великанов, и кроны жужжали под дуновением сильных ветров, перекрывая доступ теплого солнышка. Минато поставил на землю сумку и начал что-то искать. «Сенсей, вы уверены, что это хорошее место для практики?» – спросил я, осматривая местность. Эта территория вызывала у меня неприятные ощущения. «Понимаешь, то, чему буду я тебя учить, сейчас и в будущем довольно важные и опасные техники. Я бы не хотел лишних глаз». «Вот как? Понимаю. Неужели сейчас я узнаю суперкрутую технику?» Терпение, Обита. Всегда нужно начинать с азов, иначе можно совершить множество ошибок». «Да, вы правы». Минато достал несколько запечатанных свитков и положил их на землю, после чего присел и жестом подозвал к себе. Я послушно подошел. «Пожалуй, начну с этого. Обита, что ты видишь?» «Это свитки, сенсей. Скорее всего, с запечатанным оружием, я прав?» «Да, это так. Запечатывание предметов считается техникой С-ранга с затратой чакры чуть менее, чем 15%. Однако именно она дает доходчиво понять весь смысл фуинзюцу». Я сел рядом с учителем и стал внимательно вникать. Минато вскрыл свиток и развернул его. «Как видишь, даже для такой простой техники необходимо приготовление. Ты ведь читал ту книгу, что мы с Кушиной подарили тебе несколько лет назад?» «Да, правда там все так расплывчато написано, я бы сказал абстрактно». Ну тут ты прав, я сделал это намеренно. Ведь напиши полный трактат о всех особенностях техник, твой подарок мог бы стать объектом для охоты. Мне нужно было ввести тебя в курс дела, поэтому там написано все максимально просто». Я неловко улыбнулся. На самом деле, сенсей такой себе писатель. Он хоть и делал записи, но это выглядело так, будто бы в каких-то местах не хватало слов, словно их вырвали из контекста. А додумать самому крайне тяжело. Но он смотрит на меня с такой уверенностью, да и подарок был сделан своими руками. Не могу же я просто его расстроить. Черт, не вглядывайтесь в меня так, сенсей. Ваше сердце не выдержит правды. «Конечно, вы весьма талантливый учитель. Не думали развивать этот навык?» Тонко намекнул я. «Иногда меня посещала мысль что-нибудь написать, как мой учитель, но пока мне не хватает опыта», — ответил Минато, довольно улыбаясь. Фух, он хотя бы не расстроился и даже намека не понял. «Что ж, давай рассмотрим все на практике». Сенсей активировал печати, и через миг кунай оказался лежащим на свитке. Как видишь, в центре данной печати был символ, написанный буквами. Это необходимо, чтобы узнать, что именно мы запечатываем – физическое или духовное тело, ведь каждое из них требует свое количество энергии и механизм начертания символов. На физический объект чакры требуется куда меньше, чем на духовный, бестелесный. Это связано с тем, что неживая часть этого мира не включает в себя свою собственную чакру. Внутри них нет жизни, поэтому они не оказывают собственного влияния при запечатывании. Другое дело, если ты запечатываешь духовное тело, если это можно так назвать, имея свой индивидуальный поток чакры, тебе нужно представлять, что это тот самый поток имеет сложный механизм организации. Другими словами, нужно разделить сложные части на множество простых, распределяя их по подуровням. Я задумчиво кивнул. Однако, если ты ошибешься, это может привести к серьезным последствиям, вплоть до твоей смерти. Именно поэтому сложнейшие техники фуинзюцу являются запретными или недоступными для обычных шиноби. Человек должен иметь значительную концентрацию, значение и опыт, чтобы позволить себе такой риск. Поэтому первый мой урок: никогда не используй такие печати, если не уверен, что готов к этому. Трижды подумай,
ведь может случиться так, что пострадают другие люди. Я понимаю, учитель. Хорошо, со вступлением закончено. Теперь же рассмотрим то, как выглядят уровни запечатывания для физического тела. Как видишь, для данного объекта многое знать не нужно. Уверен, вас обучили этому в академии. Указывая на символ в центре, мы создаем своеобразные врата. Врата? Если проще, то как бы делаем пустую полку для хранения, только не здесь, а внутри некого мира. Это уже понятнее, ответил я, проведя аналогию с миром Камы. Отлично. Далее мы ограничиваем эту самую полку со всех сторон стенками, проговорил Минато, указывая на круг, который был нарисован вокруг символов. Так мы обозначим размер объекта. Заключительный этап – это закрепляющий механизм. Чтобы наша полка для хранения оружия не сломалась, необходимо ее соединить. Для этого и нужны данные лучи, которые идут из разных частей круга. Более того, если дописать здесь пару символов, то можно придать оружию направление. То есть, проще говоря, оно вылетит из свитка, а не просто будет на нем лежать? Да, для этого нужно добавить еще чакры в зависимости от размера объекта. Довольно много тонкостей для того, о чем обычно не думаешь. Именно, многие шиноби уже на автоматизме умеют делать простейшие печати, но совершенно не задумываются о механизме их создания, а в фуинзюцу все идет из основ. Минато взял второй свиток, встал на ноги и резко раскрутил его, применяя печать. Большой сюрикен крайне быстро воткнулся в соседнее дерево. Затем учитель повернулся ко мне и, подобрав первый свиток, указал на различия между ними. Видишь, несколько незначительных символов несут весьма важную информацию. С помощью своей чакры ты замыкаешь этот механизм, вызывая череду реакций, которая в конечном счете выдает тебе результат. Если все будет сделано правильно, то ты добьешься своего. Но в случае ошибки, некорректного построения печати, эта цепь рухнет, и в лучшем случае ты ничего не получишь. Ага, это весьма интересно, учитывая тот факт, что я и правда не думал, как распределять символы на печати. По сути, нам просто давали макет, который мы старательно запоминали. Верно, верно. Это было сделано для того, чтобы сэкономить время. Не каждый шиноби может быстро ориентироваться в таком деле, а это непременно привело бы к его гибели. Поэтому те, кто имели обширные познания фуинзюцу, обучили рядовых ниндзя элементарным техникам путем обыкновенного запоминания. Экономия времени и увеличение боевого потенциала, сказал я, сделав вид знатока. Точно. Но, учитель, если запечатывание оружия выглядит довольно просто, то что же делать с запечатыванием духовной энергии? Хороший вопрос. Думаю, лучше всего показать это на примере техники призыва. Постарайся смотреть внимательно. Я кивнул. Минато прикусил большой палец, сложил печати, свиньи, собаки, обезьяны, птицы, овцы, а следом приложил руку к земле. Элементы печати расплылись по ней, после чего резко остановились, а лучи символов, идущие из центра, продолжили свой ход. Пройдя немного дальше основного круга, через мгновение рядом с Минато появилась жаба. Она была просто огромной, тускловато-красного цвета, с алыми губами и желтыми глазами. Над левым имелся значительный шрам. Эта жаба была даже одета в синий хаби с канзи эби. В лапах он держал клинок досу, а во рту курительную трубку. Сначала я обомлел, но почему-то ее образ был мне весьма знаком, будто бы я уже встречался с этим причудливым земноводным. Жаба осмотрелась по сторонам, затем подняла взгляд вверх и сказала: «Минато, для чего ты призвал меня? Неужели враг, с которым ты справиться не в силах? Прости, Камабунда, я хотел показать моему ученику технику выполнения призыва». Жаба посмотрела на меня и презрительно хмыкнула. «Этот щенок носит жилет Джоунина, но все еще ни с кем не заключил контракт? Смех да и только. Нынешние сопляки разочаровывают». Я вскочил на ноги и прокричал: «Ты кого назвал щенком и сопляком, лягушка-переросток? Все я знаю и умею. Ты тут как наглядное пособие». «Лягушка-переросток?» Обескураженно процедил Гамабунта и выпустил мне в лицо клуб дыма, едва не снося с ног, а затем громко засмеялся. Это мелюзга не из робкого десятка. Ты заинтриговал меня, дерзкий юнец. Покажи же своего могучего хранителя». Минато приложил ладонь к лицу, наблюдая за нашим спором, после чего спрыгнул с головы призванной жабы и встал рядом со мной. «Насколько я помню, у тебя же есть заключенный контракт, поэтому смелее, Обита». Я посмотрел на добродушно улыбающегося сенсея. Это он
он так издевается надо мной? Нет, мне кажется, сенсей искренне не понял то, насколько я переборщил со своей бравадой. Но отступать некуда. Я покажу этому грубому земноводному. Сложив печати тигра, крысы, змеи, я приложил руку к земле. Поднялся небольшой столб дыма. На месте печати появился тихо спящий нянята. Воцарилась минутная тишина. Мне хотелось провалиться сквозь землю. Вот тебе и защитник. Грозный зверь. Пухлый мешок шерсти и не думал просыпаться. Я незаметно ткнул его пальцем в мягкий бок. Нянята вздрогнул, потянулся и сказал: «Ня, убита. Сегодня вроде не среда. И вообще, я же просил не вызывать после обеда, ня». Возмущение копилось внутри моей груди. Как же мне хотелось дать пинка этому ленивому мешку с блохами, но я не успел. Нянята все же открыл глаза и увидел Гамабунду. Его голова задралась высоко в попытке осмотреть рост гигантской жабы. Нянята злобно зашипел, его шерсть встала дыбом, хвост выпрямился. Нинека запрыгнул мне на голову, яростно избивая лапами. «Ты, твоя мать, что задумал? Решил скормить меня этой гигантской лягушке? Ты что, больной, ня? Ты меня так ненавидишь? Мерзкий маленький предатель, ня!» Нянята разошелся не на шутку, проклиная чуть ли не весь мой род. И я все же смог ухватить его за шкуру и выцепил со своей шеи. Тот по-прежнему махал лапами, пытаясь подушечками зарядить мне в лицо. «Успокойся ты, не собираюсь я тебя никому скармливать, хотя твоя толстая туша этого таки заслуживает», — говорил я, держа своего помощника на расстоянии вытянутых рук. «Ты кого это толстым назвал, ня? Я слегка поднабрал, но я все еще опасен, как кот-ниндзя». «Жабе скажи, ты трусливый ты кот». «Пусти меня, я покажу, что никакая лягушка не победит великого Нинеко, а потом не даю пеньков тебе». Я поставил нянята, который все еще полагал, что ему предстоит битва. Его тельце продолжало немного трястись. Это и есть твоя техника призыва? Маленький кот? Подходит мелюзге вроде тебя», — пробасила жаба, выпуская дым изо рта. «Ты кого это назвал маленьким котом, головастик, проживающий скудный цикл развития, ня? Имей уважение к старшим». Гамабунда слегка опешила от такой дикой самоуверенности. Когда дело касалось размеров и возраста, нянята впадал в бешенство. «Думаю, их надо остановить», — сказал мне Минато, но Гамабунда резко протянул лапу к моему Нинеко. «Да я тебя за горы швырну, нахал!» «Не смей недооценивать Нинеко!» – прошипел нянята. Вокруг его тела образовалась серая аура. Он зашипел и вернулся от лапы, которая хотела его поднять, после чего в прыжке сгруппировался и нанес несколько ударов по лапе Гамабунды. Со стороны это казалось, будто мошка пытается укусить кабана. Небольшие лапки несколько раз прикоснулись к липкой жабьей коже, но уже через мгновение лапища резко дернулась, разворачивая тело Гамабунды. Тот едва не завалился на бок. Спас его лишь клинок, который он воткнул в землю. Нянята приземлился на 4 лапы. Его тело стояло словно вкопанное. Жаба зло прищурилась, потерла место ушиба и процедила: «Воистину, говорят, не суди о будущем головастике по его размеру. Неплохо для тебя, Нинека. Правда, я все равно удержался на лапах». Гамабунда добродушно засмеялся. Ему понравилось, как небольшой кот-ниндзя противостоял ему. Очевидно, сила и стойкость – это то, что он уважает больше всего. Теперь, сопляк, ты не кажешься мне таким уж слабаком, раз имеешь контракт с подобным зверем. Ну это... спасибо, что ли? Ладно, Гамабунда, надеюсь, ты не сильно расстроился, что я призвал тебя. Теперь нет. Умеешь же ты удивлять, Минато. Можешь идти, а то здесь, очевидно, создалось недопонимание. И хорошо. Хоть какое-то развлечение. До встречи. Минато, призывай, если понадоблюсь. Непременно. Спасибо тебе. Огромная жаба исчезла, создавая сильный поток ветра, который вихрем пронесся по округе. Когда столб пыли, который произвел Гамабунда, своим исчезновением осел, и я взглянул на нянята. Нинека шлепнулся на землю, распластав свое тело на мягкой зеленой траве. Я резко нагнулся, заглядывая в его глаза. «Ты как, нянята?» Я чуть не лишился еще одной кошачьей жизни, ня. Быть переваренным желудочными соками огромной жабы. Такое себе удовольствие, знаешь ли», – застонал тот, положив мордочку на землю. Я улыбнулся. Да, этот Нинека неисправимый трус и лентяй. Порой он меня бесит и, являясь на призыв, отказывается работать, но все же нянята единственный, кто знает обо мне всю правду. И хоть по своим убеждениям ему не хочется мне помогать, но он всегда находит варианты, как решить мои проблемы. С этими мыслями я протянул руку, приподнял его подбородочек и погладил черную шерстку. Нянята приоткрыл изумрудные глаза, удивившись моему теплому отношению, после чего слегка отвел взгляд
взгляд в смущении и тихонько замурлыкал. «Я куплю тебе вкусной рыбки, ты молодец». «Не, после такого я требую отборное филе». Я прищурился, взял его за шкирку и, преподнеся к лицу, сказал: «Да что ты говоришь, а может вместо этого бросить тебя в речку, чтобы смыть смрад твоей жалкой эгоистичной натуры?» Нянята задергался, но был слишком слаб, чтобы вырваться. Он сложил передние лапки вместе и взмолился: «Не, жестокий, неблагодарный мальчишка. Ай-яй-яй-яй, я понял, был неправ, прости». Я опустил его на землю и отправил назад, еще раз поблагодарив за старание. Минато-сенсей, что терпеливо наблюдал за нашей беседой, одобрительно кивнул. «Вы очень дружны, как я посмотрю. Этот ленивый кошак доставляет кучу неприятностей. Тем не менее, я привык к нему, если честно», — ответил я, неловко закидывая руки за голову. «Но, сенсей, в чем был смысл этого действия? В том, чтобы показать тебе работу данной печати, конечно. Как ты знаешь, контракты скрепляются в специальном свитке. Чаще всего используется кровь. Это наиболее эффективный способ запечатать часть своей чакры. Более того, при связи с живым существом необходимо не просто вложить чакру, а создать индивидуальную связь. Кровь, отпечатываясь в свитке, создает незримую нить, которая взаимодействует с твоей внутренней энергией. Это как кран, что связан с водопроводом. То есть, когда я открываю воду, получается, я даю ход своей чакре в свиток? Именно. А печати, которые я использую, это как вентиль у этого крана? Слушай, я рад, что ты так быстро славливаешь. Ты абсолютно прав. Каждое существо, которое связано с тобой контрактом, использует этот индивидуальный ключ, чтобы открыть тот канал, чакры, и переместиться к тебе. Но как же тогда работает это перемещение? Оно похоже на вашу технику летящего бога грома? И да, и нет, задумчиво ответил Минато. При использовании этих техник используется взаимосвязь чакры и печати, однако в случае техники призыва твоя энергия и призываемого существа объединяются в единый поток. Это довольно сложный процесс, имеющий множество нюансов, на которые даже мне иногда сложно ответить, но я думаю, что со временем мне удастся тебе показать. А что с вашей техникой? Да, чуть не забыл, неловко усмехнулся учитель. Дело в том, что здесь используется лишь моя чакра и особый путь ее использования. Но это же ничего не объясняет, прокричал я, полагая, что сенсей просто водит меня вокруг да около. Прости, это не так легко объяснить. Сейчас тебе слишком мало известно о базовых элементах, чтобы вникать в такое, но не расстраивайся. Когда-то я тоже немало времени провел со своим учителем за тренировками. Упорный труд всегда окупается. Вы ведь обучались у клана Узумаки? Может, ты мне стоит? Не выйдет, грустно отметил Минато. Деревня скрытого водоворота была уничтожена. Остальные шиноби опасались клана Узумаки и их мощи, поэтому объединились, чтобы стереть их деревню с лица земли. Остатки людей разбрелись по свету в поисках приюта и спокойной жизни. Я опустил голову. Мимолетное воспоминание проскользнуло в моей голове. Слова сенсея пробудили еще один момент в памяти. Некогда могущественный клан теперь лишь кучка кочевников, что вынуждены бродить по миру и оглядываться, дабы не стать жертвой ниндзя. Жестокость войны. Нет, этот мир никогда не изменится, покуда существует нынешний порядок вещей. Я и сенсей, мы оба имеем схожий взгляд на мир, поэтому оба хотим стать сильнее, чтобы изменить мировой порядок. «Тогда мы сделаем это вдвоем, Минато-сенсей», – проговорил я, вытягивая кулак в сторону учителя. Минато удивленно посмотрел на меня, затем улыбнулся и приложил свой кулак к моему. В его глазах вновь неукротимым пламенем загорелась уверенность. В ярком отблеске голубоватых глаз и ярким пламенем пылала сила. «Да, постараемся, чтобы стать самыми лучшими Хокаге», – мы рассмеялись. В эту секунду дневное солнышко закрыло неожиданно появившиеся тучки. Звонкие капли одна за другой начали падать на нас сверху. Собрав вещи, я и сенсей уселись под могучим деревом, что распушил свои зеленые ветви в разные стороны. «Ах, вот тебе и потренировались. Чертов дождь!» – пробубнил я, наблюдая за массивной стеной из капель. «Думаю, это к лучшему. Я все равно хотел начать с теории». Но сенсей, это же так скучно!» – проговорил я, чувствуя, что имеет в виду Минато. «Не упрямься, возьми это!» Сенсей вручил мне пустой свиток и дал чернила с кисточкой. И я принял их, ожидая дальнейших инструкций. «Сегодня я передам тебе мудрость клана Узумаки. Ты освоишь множество новых символов, которые помогут тебе лучше понять механизм печати. Но знай, каждый из написанных знаков несет свое назначение. Тебе важно будет понять, в каких местах их нужно применять, как комбинировать и расставлять, чтобы техника сработала. Помни о всех предостережениях и держи эти знания в секрете», – менторским тоном проговорил учитель, смотря на меня серьезно. «Да, я в 2 счета это освою, не волнуйтесь». «Отлично. Тогда следи за мной и повторяй
«Повторяй», – ответил Минато и, макнув свою кисточку в чернила, нарисовал мелкий символ. Я послушно кивнул и начал эту своеобразную тренировку каллиграфии. Здесь нужно дорисовать небольшой хвост Обита, иначе этот символ будет значением разрушить, вместо закрыть. Мы уже пару часов занимались обучением. Сначала мне казалось, что все легко, ибо данные письмена несли единичное значение, но потом Минато усложнял, вырисовывая многозадачные символы печати, которые принимают определенное значение в зависимости от своего расположения в ряду других символов. Я весь испачкался в чернилах и уже хотел переломить кисточку пополам. Схватившись за голову, я взвыл. Опять я забыл этот хвост. Каждый раз забываю, что в этом ряду его нужно рисовать в сторону центра печати. Я сдаюсь, я слаб, убейте меня, взмолился я, ударяясь затылком в ствол дерева. Ну, будет тебе. Разве Рин бы обрадовалась, если бы ты так просто отступил? Спросил Минато, ехидно улыбаясь. Вы используете нечестные приемы, пробубнил я, вновь взявший за кисть и продолжая обучение. Так прошло еще некоторое время. Окончательно истощив свой запас внимательности, изнемогая от потока символов, которые уже просто сливались между собой на огромном свитке, я тайком активировал Шаринган и начал подсматривать в учителя, копируя его почерк. Минато даже, несмотря на меня, проговорил. «Кажется, я тут не единственный, кто использует уловки. Да, Обита?» Я стыдливо отвел взгляд и виновато ответил. «Простите, но что плохого, если это поможет обучению?» В учении не бывает легких и быстрых путей, Обита, ведь моей целью является научить тебя понимать фуинзюцу, а не копировать его. Прояви усердие. Хорошо. Я дезактивировал Шаринган, выдохнул и стал писать выученные символы. Перед глазами были видны мои предыдущие ошибки, время моего труда. Учитель прав, нет простого пути, чтобы стать лучше. Для этого нужен упорный труд. Закончив, я показал результат ему. Минато довольно кивнул и проговорил. «Отлично получилось, четкие и понятные символы, расставлены на своих местах. Я горжусь тобой, Обита». «Правда? Спасибо», – обрадовался я. «Видишь, пускай работа и была сложной, но награда стоила того. Оставь это себе и потренируйся еще дома. В следующий раз ты попробуешь создавать свои печати». После чего Минато взял свой свиток и тоже вручил мне. Что это? Это печать. С ее помощью ты сможешь запечатывать даже довольно сильные техники. Используй ее, если вдруг понадобится. Это мой подарок как усердному ученику. Я принял его, склонив голову в знак благодарности. Минато встал, отряхиваясь. «Кажется, дождь не собирается утихать. Дело идет к вечеру. Нам пора возвращаться. Вы правы. А у вас случайно там в Конохе нигде метки бога грома не осталось? А то идти так лень. И почему я был уверен, что ты это спросишь, Обита? Но ведь время уже совсем близко к вечеру, а вы говорили, что Кушина ждет вас». Минато прекратил смеяться и задумался. Кажется, он осознал, что слишком увлекся обучением меня. Затем сенсей все же выдохнул и сдался. Хорошо, но только в этот раз. Правда? Да, возьми сумки и приготовься. Все так же добродушно отвечал Минато. Насколько же сильно он боится гнева Кушины, если представить, как сильно она за него переживает, могу предположить, что она с ним сделает, если он, не дай бог, получит травму. Эта женщина воистину ужасает. Я в страхе съежился, после чего поднял наши сумки, положив их в свои свитки. Минато покрутил в руке кунай, затем подал мне руку. Я поспешно схватился за большую, слегка грубую ладонь учителя. В мгновение ока мы переместились. Когда я открыл глаза, то увидел просторную квартиру. Минато выдохнул и аккуратно поставил походный рюкзак на пол. Я бывал несколько раз в квартире сенсея, но сейчас мог в полной красе увидеть ее полусветлого дерева, несколько небольших шкафчиков для книг, которые педантично и ровно расставлены по томам. Ближе ко входу небольшой диванчик на 3 человек салатового цвета. Рядом с ним лежал пушистый коврик. В дальней части зала стоял стол. Окна зашторены темно-зелеными занавесками. Справа от стола находился вход на кухню, откуда доносились звуки готовки. Слева были видны 2 двери, ведущие в разные комнаты. Я невольно улыбнулся, вспоминая, как радуюсь возвращению домой и уюту, что создает моя добрая и заботливая бабушка. «Я дома», — сказал приветливо сенсей. «Минато!» – прокричала Кушина, вылетая из кухни, обнимая его с невероятной лаской. «Я уж думала, ты опоздаешь к ужину. Так рада. Как твоя миссия?» И она осеклась, увидев, как я выглядываю из-за спины Минато-сенсея. Я тут же натянул ехидную улыбку, решая не упустить шанса поиздеваться над Кушиной. «О, а ты, оказывается, не всегда ведешь себя как ведьма, да?» Волосы Кушины буквально взмыли вверх, двигаясь, словно щупальца. «Ты!» – прошипела она.
«Мерзкий мальчишка, а ну иди сюда!» С этими словами она просвистела половником около моего лица. Я едва успел вернуться и начал свою отчаянную попытку к бегству. Благо я успел снять обувь, а то точно бы наследил на полу, и эта безумная женщина меня бы убила на месте. Мы двинулись к дивану. К сожалению, пол был довольно скользким, поэтому мои ноги разъехались, и я перевалился через него. Кушина же, что была босая с грацией кошки, перемахнула через предмет мебели и взяла меня в болевой захват за шею. «Попался!» – победоносно заявляла она, слегка душа меня. «Ты кого это ведьмой назвал, неудачник из клана Учиха, м?» «Ай, пусти!» – прошипел я. «Как же ты, Хокаге, станешь, если не можешь победить меня? Может, мне отобрать этот пост у тебя?» В поединок попытался вмешаться Минато. «Тише, тише, Кушина, ты же его задушишь». «О, не волнуйся, я не дам ему так легко помереть. Он заслужил и вообще». Хватка Кушины ослабла, ее руки обвились вокруг моей груди. Она прижала меня к себе и тихо, нежно, с ноткой грусти проговорила. «Ты заставил нас волноваться. Не делай так больше, хорошо? Мы очень переживали за тебя, дурак Даттебане». «Чего?» – начал я, но тут же опомнился. Склонив голову и положив свои ладони на руки Кушины, я сказал: «Знаю, простите меня». Мы просидели так несколько секунд. Моя недавняя противница отпустила меня и встала, поправляя свое платье. Я повернулся в их сторону. Она и Минато добродушно улыбались. Я шмыгнул носом, протер глаза, чувствуя, как виноват перед ними. «Ну-ну, только сопли тут не распускай», – властно проговорила Кушина. «Не хватало, чтобы ты еще жильцов снизу затопил. Вставай давай». «Я не плакал, просто у тебя тут пыльно и грязно. Ты вообще здесь убираешься?» – попытался оправдаться я. «Вот ведь невыносимый засранец!» – прошипела Кушина, сжимая кулак так сильно, что аж костяшки захрустели. Минато положил руку ей на плечо, и Кушина тут же оттаяла. Она с любовью посмотрела в его глаза, улыбнулась и сказала: «Кстати, дуралей, тут Рин заходила недавно». «Рин?» – воскликнул я, вскочив на ноги. «Вот эта энергия в нем появилась», – отметил Минато, звонко смеясь. «Неудивительно», – согласилась Кушина. «Правда, я все еще не понимаю, за что она этого дурака любит». «Думаю, за то же, что и ты», – отметил сенсей, после чего получил легкий тычок половником в бок. «Где она? Куда ты ее спрятала, красноволосая ведьма?» «Грубиян. Она ушла час назад. У нее оставались дела в госпитале. Ей хотелось с тобой повидаться после новости о восстановлении твоего статуса и допуска к заданиям. Но я ей рассказала, что вы ушли на миссию, поэтому Рин сообщила, что сходит к тебе вечером после работы». «Я сейчас же бегу в госпиталь!» – воскликнул я, перепрыгивая через диван и собираясь обуться. Однако Кушина взяла меня за шиворот и зло процедила на ухо. «Нет уж, никуда ты не пойдешь. Рин умная и старательная девочка. Не хватало, чтобы какой-то оболтус без чувства такта и уважения к девушкам появился там и мешал ей работать». «Ты не девушка, а злая карга, пусти меня, разлучница!» – воскликнул я, пытаясь вырваться. «Вот ведь упрямец, имей терпение. Более того, ты только с задания вернулся. Посмотри на себя, весь грязный и пыльный, фу!» Я посмотрел на себя, и правда, после той заварушки в пещере Мадары я выглядел непрезентабельно. Рин ко мне даже подойти не захочет, черт. «И еще, ты не ел нормально. Сейчас будет ужин. Идите умывайтесь и садитесь за стол». «Я не голоден», – буркнул я, сложив руки на груди. «И только посмей все не съесть. Я тебе сама приготовлю вместо супа». «Ну точно, ведьма». Я сглотнул, и ноги сами понесли меня в ванную. Хоть мне и было неудобно обременять их, но слова Кушины звучали весьма убедительно. К тому же она волновалась. Ее речь была пропитана переживанием и заботой, и я хочу хоть как-то отплатить ей за это. Ужин проходил в довольно веселой атмосфере. Стряпня Кушины, как когда-то отметила Рин, весьма вкусная. Глядя на этих двоих, я невольно подумал, что мог бы также ужинать со своими родителями, но их нет. Когда я слегка погрустнел от этого размышления, Минато-сенсей заботливо положил мне кусочек своего мяса на тарелку. Я удивленно посмотрел на него. Учитель улыбнулся и проговорил: «Тебе нужны силы. Ты сегодня очень постарался. Более того, ты спас мою жизнь». «Правильно, а то ты выглядишь как тросинка, Даттебане», – засмеялась Кушина, также перекладывая мне часть своего ужина. «Ты кого ты тросинкой назвала?» – смутился я, глядя на ее добродушную улыбку. Эти люди, мы познакомились совершенно случайно и, может, даже преждевременно, но они заботятся обо мне не из-за чувства вины или сострадания, нет. Их помыслы намного чище. Это и есть семья. Не только те, с кем ты связан клановыми или кровными узами. Это люди, которыми ты дорожишь, а они тобой. Продолжение следует.